Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будете ли вы еще счастливы? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, мне показывает, что в вашей жизни было очень много и искушений, и испытаний, да? Причем это были такие испытания, связанные и с изменой, и с коварством женщины. И причем эти испытания были связаны еще с магией. То есть у кого-то из вас может проиграться, что вы сейчас еще носитель, так сказать, той же порчи, приворота, отворота, много разных видов порчи есть. Поэтому, знаете, вот те из вас, кто себя либо же чувствует как-то, вы не можете определиться, да, что с вами происходит. Может быть, даже обследуетесь у врачей, и врачи не могут понять, что с вами происходит. Либо же проблемы в личной жизни очень длительные, да, вот у каждого это по-разному, я уже неоднократно говорила. Потому что, смотрите, ребят, из расклада в расклад довольно часто у нас сигнификации показывают магию, да. Поэтому лучше сделать все-таки шаг на опережение, сделать диагностику и, если понадобится кому-то, чистку. Потому что здесь сделано на совесть, сделано хорошо и профессионально. Поэтому прислушивайтесь к себе, проанализируйте ситуацию, свою жизнь, потому что у многих, я подчеркиваю, у многих из вас есть какое-то магическое воздействие. Причем сделала женщина, которая, как-то связана эта магия с женщиной, которая очень сильно злится на вас. Подробности это уже на личном раскладе, на диагностике. Что еще могу о вас сказать? Вы человек очень страстный, вы любитель, конечно же, кекса. Вот кекс, и я сейчас совсем не о мучном изделии, да, кто-то из вас, вот знаете, истосковались по тому самому кексу. Здесь может проигрываться, что энергия сексуальная как раз у вас зашкаливает, да, но опять же, вы же не будете пускаться во все тяжкие. У каждого это будет своя причина, да, кто-то брезгует, кто-то воспитан совершенно по-другому, да, вы больше такой постоянный человек, хоть и такой сексуально активный, страстный всегда были по жизни, у вас, знаете, наверное, я так думаю, тестостерон зашкаливает. Другое дело, что не у всех из вас есть возможность выплеснуть. Хотя, опять же, я могу сказать, что среди вас, опять-таки, есть такие товарищи, которые как раз вот эту энергию и выплескивают на женщин, но эти женщины очень такие временные. Напишите, ребят, у кого это проиграется. Понятно, что это общий расклад, поэтому я так и говорю, что есть и такие, да, но большинство из вас, те, кто не будут пускаться во все тяжкие, это однозначно. Давайте сделаем снова маленький опрос, напишите в комментариях. Вот вы готовы пуститься во все тяжкие, да, там, либо же с первой попавшейся, чтобы, только вот как бы себя разрядить, да, в этом плане, чтобы легче стало, как-то отвлечься, да, либо же вы вот будете ждать одну единственную неповторимую, либо же она у вас уже есть, да. Мне снова показывают, что в вашей жизни были кардинальные перемены. Причем эти перемены могли быть даже вынужденные. У кого-то они затрагивают две сферы. И работу, и личную жизнь. То есть это может быть расставание с женщиной, плюс потеря работы, там, потеря жилья, потеря денег. Напишите, ребят, у кого что проиграется. Вот чего вы лишились с расставанием. Вот именно с расставанием у вас такие кардинальные перемены и пошли в жизни. Я не могу сказать, что на данный момент вы очень много денег зарабатываете. Я бы даже сказала, что среди вас есть такие, кто зарабатывает, наверное, даже немножечко меньше, чем вы раньше зарабатывали. Почему? Все тоже, вы посмотрите, но это трэш, ребят. 100% многие из вас, кто меня смотрят, какие-то магические влияния на себе имеют. Вы посмотрите, я уже и тасую, как бы это на ваших глазах происходит, да, постоянно нам выпадают карты, которые связаны с магией. То есть, смотрите,
Ну, какая-то женщина очень сильно постаралась, да, у кого-то это может быть даже бывшая, либо же ходила куда-то, либо сама делала, да. Смотрите, у кого-то это проиграется даже как раз в связи с магией. Вот если вы вот после расставания с женщиной потеряли свои такие доходы большие, либо же они уменьшились, либо вы не можете длительный период найти работу нормальную, да, вот все идет наперекосяк даже в финансах. Здесь 99% из-за магии. У вас может быть и забрана удача, у вас могут быть подклады. То есть вы видите, я как ни кручу, ни верчу, все равно одно и то же, ну, я вытягиваю. Это очень редко бывает, когда вот вытаскиваешь карты и вокруг да около магии, да, это, ну, это трэш, конечно. Я вам скажу, что вы человек, который имеет, ну, довольно такой волевой, сильный характер. У кого-то даже проиграется вспыльчивый характер. Почему вспыльчивый характер? Из-за любви, из-за того, что вы вкладывали, опять же, да, вот мы возвращаемся немножко экскурс в прошлое. Из-за того, что слишком долгое время вы были добрым, слишком долго вами пользовались, и в один прекрасный момент это все пошло совсем не туда, куда вы рассчитывали, да. То есть вам отплатили черной неблагодарностью за то, что вы делали для людей. Причем это ведь не только с женщиной такие ситуации у вас были. Вы вообще такой человек, которым крутить, вертеть можно и на работе, и друзьям, и где угодно. Женщина это такой ну, основной, да, вот как контрольный выстрел. А так, в принципе, вот ваша безотказность, она вас сделала более жестким, более таким, ну, нервным, может быть, даже сказать, да, вот без обид, ребят. Просто говорю, что ну, нервная система у вас абсолютно расшатана после того, что вы натерпелись и со своей женщиной, и после того, как вас многих не единожды предавали. Поэтому вы такой уже закаленный в боях. Но что меня радует, вот все-таки вы имеете надежду на новую любовь, да, вот вы в душе, кто-то ищет любовь, кто-то все еще надеется, да, даже если вот какой-то период, ну, не получается, да, либо же вы пробуете, там, с одной повстречались, понимаете, что не она, с другой повстречались, но, тем не менее, уже хорошо, что вы не опускаете руки и продолжаете верить в любовь и ищете, да, мечтаете, ждете любовь, это уже вы молодцы, конечно. Итак, погнали. Будем давайте ближе к делу, ближе к телу, смотрим, будете ли вы еще счастливы, да, потому что вот сейчас на данный момент, ну, я как-то вот не вижу особо такого счастья. Да, кто-то из вас может кайфовать, да, вы можете периодически пускаться во все тяжкие, но счастья это вам не приносит. Кстати, можете мне написать, ребят, вот вы счастливы или нет? Что вам нужно для счастья? Итак, будете ли вы еще счастливы? Знаете, я могу сказать, что основной такой камень преткновения к вашему счастью, ну, помимо магии, да, помимо тех, у кого есть магия, есть еще страх, страх измены и страх предательства и вранья, который вы уже испытывали. Это нормально, я уже многократно говорила и в своих раскладах. Это нормальное явление, когда человека предают, когда делают больно, конечно же, вы будете опасаться и переживать какой-то период. Кто-то годами может не доверять женщинам. И я вам скажу, вот эта подозрительность, она многих из вас еще останавливает и, ну так, предостерегает, что ли, от новых отношений. Кто-то очень-очень так с опаской знакомится, может быть, с опаской общаетесь с женщинами. То есть, да, женщина может вам нравиться, вы можете знакомиться, но вот подозрительность, какое-то недоверие, вот этот, знаете, вот внутренний такой червячок сидит и точит изнутри, да, вот эти вот сомнения. Но я вам скажу, что напрасно вы переживаете, потому что в вашей жизни появится женщина, и это будет очень неожиданный поворот в вашей жизни. Это будет история, когда вы, возможно, даже в каком-то смысле сами себя не узнаете. Я уже не говорю о окружающих людях. Это будет совершенно новая история. Это будет женщина, с которой вы сможете в перспективе даже построить семью.
Это человечек, который на данный момент вам не знаком, но с которой вам будет настолько вот легко, тепло и уютно, вот именно уютно. Вот эта карта, вот да, десятка кубков, это потрясающая карта, если хоть немножечко кто-то владеет Таро, разбирается. Это карта и семьи, это карта счастья, гармонии, это очень такая позитивная, светлая карта, да, и вообще, ну это, наверное, мечта многих, сидеть вот так вот у камина, обнявшись с любимым человеком, да, и просто даже помолчать, либо же телевизор посмотреть, ну просто кайфовать от того, что ты любишь и любим, да, и ты сидишь с человечком, просто прижавшись друг к другу. Напишите, ребят, вот хотели бы вы вот так же сидеть у камина с любимой женщиной? Давайте немножечко еще я вам расскажу. Но даже вот не хочется мне дальше раскладывать. Настолько потрясающие карты. Смотрите, это будет женщина страстная. Она может быть, ну, даже огненного знака зодиака. Она активная, она приблизительно среднего возраста. Но у нее есть все равно такой, знаете, вот внутренний стержень. Она очень целеустремленная, она абсолютно не такая, не лежебока, не лентяйка. У нее всегда вот спорится любая работа. Она, ну, она такая, знаете, вот может на человека посмотреть и одним взглядом, да, вот понятно, чего она хочет, вот довольна она, недовольна. Пусть вас это не пугает, потому что когда у женщины есть свой характер, своя точка зрения, да, но с такой женщиной довольно интересно, даже вот, ну, в быту я вам скажу, да, ну, элементарно, когда женщина, ну, такая серая мышка, да, дорогой, как скажешь, дорогой, конечно, дорогой, тапочки в зубах, да, ну, такая женщина просто через 2 недели она затошнит, ребят, вы это понимаете, да? А когда у нее есть точка зрения своя, у вас, вы можете какие-то моменты, да, жизненные, там, политику, какую угодно, да, тему пообсуждать, вы можете где-то поспорить. Я не говорю, что вы будете там выходить на боксерский ринг и махать кулаками. Нет. Но женщина, которая знает, чего хочет, которая твердо стоит на ногах, которая уверена в себе, а эта женщина тоже уверена в себе, но с ней точно будет и интересно, и комфортно, и приятно, потому что вы будете на одной волне. Эта женщина будет страстной и в постели. Эта женщина, ну, не будет лежать в позе бревна и говорить, будешь чпокать, не буди, да. Эта женщина будет, ну, я думаю, она такая будет достойная хозяйка вашего Бобика. Ну, как же я не могла не упомянуть про него, да? Вы у меня уже в комментариях прям чуть ли не просите, где же Бобик? Почему давно про Бобика перестала говорить, да? Ну, любим мы с вами пошутить, без этого никуда. Бобик будет визжать от счастья, будет всегда сытый, накормленный, будочка у хозяйки будет всегда чистенькая, да. Ну и главное, что, конечно же, те из вас, кто очень плотно подружился со своей рукой, кто заключил такой, может быть, долгосрочный контракт со своей рукой, вы можете смело порвать этот контракт и позабыть, да. Сказать рукам своим спасибо, что выручили в трудный момент, и идти дальше с такой вот чудо-женщиной. Поэтому, ребята, знаете, вот я искренне вам всем желаю поскорее встретить такую женщину, которая наконец-то наполнит вас и счастьем, и нежностью, лаской, да, и, ну и, конечно же, Бобика вашего не оставят равнодушным. Причем я вам скажу, что даже те из вас, кто поставили крест на ваших Бобиках, что-то я сегодня увлеклась, да, слишком много я про них рассказываю, ну, как просили. Даже те, кто поставили крест, вы знаете, ваш Бобик почувствует себя таким же молодым, как когда-то. Вы знаете, что главное, какая рядом хозяйка. А уж собачка ваша будет визжать от счастья. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!